последние года из-за того, что погода очень нестабильная и бывают моменты, когда больше 2-3 недель не капает ни единой капли дождя, то с укропом нам приходится поступать не так, как раньше. Я имею в виду в надобности. Когда понадобилось, вышел на огород, срезал сколько надо и приготовил салат, суп там или куда мы его используем. То сейчас приходится уже 3-й или 4-й год мы заготавливаем, это я имею в виду в моей семье, его в тот момент, когда он такой зеленый, сочный, свежий. И таким он будет у меня на протяжении 3-5 месяцев. Как я его сохраняю, я вам покажу дальше. Ну и конечно же, всем добрый день. И сегодня видео у нас идет в плейлист «Домашние грядки без химии и минеральных удобрений». И кадры, которые вы сейчас видите, сняты были еще 24 мая. Да, именно к 24 мая вырос вот такой вот замечательный, сочный, зеленый, а главное пахучий и, между прочим, очень полезный продукт укроп. О полезности немножко позже, а сейчас, кого интересуют временные рамки, скажу, что посев был произведен 4 апреля, и получается ровно за 1,5 месяца мы получили вот такой вот замечательный урожай. Хочу сразу сказать, что никакими удобрениями с момента посева я не пользовался. Все, что было вложено в землю, это было вложено с осени. И вот смотрите, после среза получается вот такая вот поляночка. В конце я его наставил несколько росточков, которые вырастут и дадут семена, и пойдут такие взрослые, так скажем, кусты уже в засолку для огурцов. А я прорву сейчас траву, перей там еще какая-то попадается. И на этом месте сделаю второй посев. И обязательно вам уже в середине лета покажу результаты. И если кто-то скажет, что без каких-то подкормок это невозможно, скажу, возможно. И если до конца быть честным, то мне приходилось обрабатывать эту зелень, значит, все тем же фитодоктором и триходермином, а также, когда пошла белокрылка, 2 или 3 раза я обрабатывал акторофитом. Все это биопрепараты, никакой химии. И вот после того, как урожай собран, я доставляю его на кухню. Вот в такую небольшую посудину сейчас я его выложу. Замочу буквально на 15-20 минут. Для того, чтобы если какие-то кусочки грязи, пыли остались на листочках укропа, там на стебельках, чтобы эта вся грязь опала вниз и села. Соответственно, заготовку нам нужно чистого продукта, который мы будем использовать сразу. И поэтому вот такой промыв укропа, я вам скажу, что он обязателен. Ну а теперь немного о пользе. Благодаря своему желчегонному и мочегонному действию укроп благоприятно влияет на почки, печень и мочевой пузырь. Также укроп способствует снятию головной боли, нормализует режим сна. Для беременных женщин и кормящих матерей усиливает молочную секрецию. Также стимулирует выработку желудочной кислоты, повышая аппетит и улучшая моторику желудочно-кишечного тракта. Но здесь хочу сразу сказать, что врачи рекомендуют укропа не более 100 грамм в день. Так что не переусердствуйте. Об полезностях еще, это то, что эфирные масла, обладающие
бактерицидными свойствами наряду с растительными волокнами эффективно обеззараживает и чистят пищеварительный тракт, устраняя воспалительные процессы, запоры и газообразование. Я думаю, что каждый, у кого в семье появляется маленький ребенок, бегает в аптеку и покупает укропную водичку. И из того, что я еще знаю, применение в медицине, то из плодов получен препарат анитин. В общем, как вы поняли уже, от укропа польза, польза и польза. Но есть одно маленькое противопоказание. Употребление укропу в пищу, а также лечение его препаратами противопоказано людям с пониженным давлением. А мы после того, как хорошо промыли укроп, как вы поняли, я делал паузу, и он где-то около 20 минут находился в воде. Затем вы видели, как я его хорошо промыл, и теперь вот так вот на полотенечке разложу, чтобы просушить. Часть я положу здесь в кадре, и остальной укроп мне придется разложить в другом месте, на другом полотенце, так как я хочу более быстро его просушить, для того, чтобы приступить дальше к сохранению его. И пока он у нас будет сохнуть, я время от времени буду его вот так вот переворачивать. Я вам расскажу еще о применении укропа в парфюмерии и косметике. Значит, различные экстракты из зелени и семян укропа широко используют для приготовления парфюмерно-косметических композиций. Жирное и эфирное масло из семян укропа, спиртовые, масляные и углекислые экстракты вводят в кремы, одеколоны, зубную пасту. В косметике рекомендуют применять настой листьев укропа в виде примочек на воспаленные и покрасневшие от усталости глаза. И немножко давайте об истории укропа. Родина укропа – это Азия. Издавна укроп выращивается, кстати, по всей Европе и Африке. Еще в X веке он появился и в Руси, и был спутником на протяжении всей его истории. То есть уже 1000 лет в наших широтах и областях выращивают этот продукт. А сейчас я хочу обратиться к вам, зрителям. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто, где и как использует укроп в жизни, в быту, в кулинарии. Мне будет интересно узнать, может быть, что-то новое, чего я не знаю. А после того, как укроп хорошо просох и его листья уже стали сухими, мы приступаем к последнему действию. Приготовлению его. Как вы видите, уже приготовлен у меня zip-пакет, досточка и нож. Да, вы правильно меня поняли. Я сейчас его мелко порежу, уложу в zip-пакет и, конечно же, потом заморожу. Значит, мы уже на протяжении десятков лет делаем такую манипуляцию с укропом, и скажу вам, что от 3 до 5 месяцев он абсолютно не теряет своих качеств. И при доставании его из морозилки, в морозилке понятно, что температура минус 20, минус 18, минус 20 градусов, то есть глубокой заморозки. Укроп при доставании обладает все тем же запахом. Согласен, что не настолько таким, как в летнее время, но свою работу в блюдах он выполняет. И запах свой остается даже после заморозки. Да, после 5 месяцев запах аромат его начинает ослабевать и уже не такой яркий. Но еще даже на 7-8 месяце заморозки иногда мы его используем. Но, как я уже сказал, что я сделал посев укропа еще, и я планирую сделать то же самое уже в конце лета, в начале осени, для того, чтобы хватило на всю зиму.
Кстати, по поводу заготовки на зиму, я знаю, что кроме заморозки есть люди, которые и его сушат. Также есть, делают заготовки укропа в баночках вместе с олией или другими какими-нибудь маслами. И такая консервация укропа, насколько я знаю, тоже не превышает 3-5 месяцев. Напишите, заготовляете ли укроп на зиму вы и каким способом вы это делаете. Ну, а наша работа подходит к концу. Вот вы видите, что уже последние ложки укропа я перекидываю в zip-пакет. Значит, когда я его закрываю, я стараюсь максимально выдавить из него воздух. Я примерно вот так вот наполовину закрываю сначала замок, выдавливаю в отверстие, которое остается воздух, и потом вот так вот расправляю укроп по всему пакету. И затем отправляю его в отделение морозильной камеры, там где у нас хранится другая зелень. Ну, вот такой рассказ у нас получился про укроп. Надеюсь, вы что-то узнали новое. И, конечно же, жду от вас лайки, комментарии, подписки. И, конечно же, заходите на канал снова и снова. Ну, а на сегодня вот и все, что я вам хотел рассказать. И хочу с вами попрощаться и сказать всем до новых встреч.